Каждый из нас хоть раз задавался вопросом, как систематизировать все свои знания, полученные в трейдинге. Ведь, казалось бы, да, круто, мы научились рисовать структуру, мы поняли, что такое зона интереса, но как вообще на самом деле это отрабатывает? Отрабатывает ли это вообще? Для того, чтобы это понять, нам необходимо вести свой журнал сделок. На самом деле журнал сделок — это не просто какие-то записи, которые вы делаете ежедневно, это очень-очень-очень крутой способ контролировать свои эмоции и не быть лудоманом, когда открываешь сделки. На своем опыте скажу, что только тогда, когда я начал действительно серьезно относиться к этому делу, то есть я прописывал все свои мысли, я прописывал все свои эмоции, я прописывал полностью все сетапы, и тогда я понял, что, слушай, на самом деле не все сетапы работают, не все, про что нам рассказывают в обучающих курсах, не все, за что мы платим деньги, покупая какое-то обучение, это вообще не все работает. Работают только определенные сетапы, которые мне получилось вычленить именно тогда, когда я использовал журнал сделок. Вот так вот выглядит мой журнал сделок. Это большое количество сделок, которые я записываю ежедневно. То есть ежедневно, каждый будний день, с понедельника по пятницу я вхожу в свои сделки и получаю либо прибыль, как в данных случаях, либо убыток. Постоянно все фиксирую, постоянно записываю, и сегодня я вам расскажу, как я все это делаю. И начнем мы с того, что в описании к данному видео есть ссылка на данный журнал сделок. Вы спокойно можете на него перейти. Для вас это будет выглядеть вот таким вот образом. Нажать кнопку Duplicate. Соответственно, вы в своем личном Notion создадите полный журнал сделок. Мы же с вами разберемся, как его вести, что куда заполнять, как его можно менять. И первое, с чего мы начнем, это, естественно, с нашей сделки. Давайте откатаем немного график назад и рассмотрим на примере нашей пятничной сделки, которую как раз я предполагал, что буду заключать в нашем утреннем разборе. Напоминаю, что каждый будний день у нас проходит утренний разбор. Думаю, что вы будете очень удивлены отработкой сетапов, которые мы разбираем на нашем разборе. Итак, на утреннем разборе мы планировали, что у нас все-таки будет происходить восходящее движение на данном этапе. Очень сильно хотелось снимать вот эти хаи, в любом случае локально ждал я отскок. Соответственно, для себя расчертил зоны интереса, нашел экстремальное упое, на открытие Франкфурта цена резко начала падать, и мы пришли в наш экстремальный ордерблок. Не просто пришли, на самом деле здесь очень много манипуляций сделали, и после того, когда получили этот скоп, наблюдали за пересвипами. В момент в экстремальном ордерблоке ничего интересного не произошло, но произошло очень интересное, когда мы сделали его пересвип. Именно в момент пересвипа данного блока на минутках уже было нарисовано достаточное для меня количество манипуляций, и мною было принято решение войти в позицию, по-моему, на этой свече. Соответственно, стоп залой. Вот так вот выглядела позиция на первоначальном этапе. Соответственно, тейк давайте поставим до Франкфурта. Стоп понятен, вход понятен. Итак, вот как выглядит наша первоначальная позиция. Возвращаемся на 15-минутный таймфрейм. И для того, чтобы нам заполнить журнал сделок, необходимо сделать принтскрин данного экрана. Зажимаю клавишу Option-S, либо Alt-S, возвращаюсь в Notion и начинаю заполнять. Соответственно, если у вас ничего нет, нажимаете кнопочку New, и у вас появляется новая колонка. Сейчас я пока предыдущую удалю. Итак, поехали. Пишем инструмент. Дальше выбираем дату. Дальше выбираем направление, long либо short. Указываем наш RR. RR у нас планируется в районе 7. Дальше указываем свой риск на сделку. То есть здесь риск в данном случае имеем в виду, например, 1%. Если у вас сумма, пишем сюда сумму. Например, $50. Это будет позволять нам понимать, какой PNL мы себе установим. То есть если у нас есть риск 1%, то в данном случае, если мы получим прибыльную сделку, у нас будет PNL 7. Если у нас риск, допустим, $10, RR 7, то PNL у нас получится 70. И так далее. То есть фактически здесь итоговое значение. Мне очень удобно писать риск 1. Если я изменяю свою позицию RR, я увеличиваю сам риск, либо его уменьшаю. Дальше я должен вставить там, где before, ссылочку на мой график, для того, чтобы я мог потом разбирать данные сделки. Также есть небольшое дополнение. Очень важный для меня пункт – это описать нашу сделку. Для этого я добавил две колонки. Первое – это описание непосредственно 15-минутного таймфрейма и описание минутного таймфрейма. В данный момент у нас было принято решение первоначально от 15 минут. Соответственно, мы с вами пришли в экстремальную зону,
Для нас это будет экстремальный ордер-блок. И смотрите, на данном этапе у нас нет никакого экстремального ордер-блока. У нас есть там скоп, чок, ADM, свип, ликвидность и так далее. Соответственно, в данном случае нужно добавить этот экстремальный ордер-блок. Мы с вами нажимаем еще раз на саму иконку, дальше нажимаем «Редактировать», нажимаем плюсик и пишем «Экстремальный ОБ». Нажимаем Enter, и у нас появляется новый блок. Соответственно, когда мы возвращаемся обратно, нажимаем еще раз на саму ячейку, нажимаем с вами кнопочку, и у нас появляется экстремальный ордер-блок. Но мы не просто взяли наш ордер-блок, мы сделали его пересвип. Если мы его сделали, соответственно, мы отмечаем свип. Также я добавлю для себя скоп, потому что по факту у нас получился скоп, и мы сделали пересвип нашего скопа в нашем экстремальном ордер-блоке. Супер. Далее мы с вами должны перейти обратно на график, открываем минутный таймфрейм и должны определить для себя непосредственно то описание точки входа, которое произошло на минутке. На самом деле у нас точно такой же скоп, точно такой же пересвип. Супер. Здесь мы переходим, отмечаем с вами свип и отмечаем с вами скоп. Отлично. Также вы можете добавить, разделить before и after, да, то есть, например, нажать before правой кнопкой, нажать duplicate и здесь, например, написать before 1m. Соответственно, вы можете для себя тестировать как before 15m, так и before 1m. Соответственно, вы делаете print screen и получаете два описания на минутки и на 15 минутки. Особенно в самом начале это будет вам очень полезно. Я, конечно, уже чуть позже для себя это упразднил, но для вас, как в начале, это будет очень-очень полезно. Если хотите, можете сюда еще и добавлять колонку дневка. То есть нажимаем правую кнопку, нажимаем Duplicate, можно их перетягивать, и здесь будет у вас там before 1 день. Хорошо. Для себя я это пока удаляю. Соответственно, вот так вот выглядит наше первое начало сделки. Дальше мы с вами должны посмотреть отработку нашей сделки. Возвращаемся на 15-минутку. Смотрим, что происходит. Отлично. Сделка у нас закрылась. Супер. Получили 7R. Делаем снова print screen. Вставляем нашу сделку в авто. То есть в следующий раз мы, когда, естественно, мы с вами через несколько дней забудем, как выглядела эта сделка. Но когда мы вернемся, мы с вами сможем посмотреть, что происходило. Дальше мы сюда пишем PNL. PNL у нас получился 7. И там, где у нас win-rate, ставим галочку. Если бы сделка была убыточная, мы бы галочку здесь не поставили. Я тут добавлял огромное количество новых пунктов. Соответственно, в данном этапе у нас внизу есть полное описание, то есть win-rate наш составляет 100, PNL у нас 7 и количество сделок 1. Также в конце есть примечания. Обычно в примечании я пишу свои какие-нибудь мысли, какие-нибудь ощущения, то есть могу констатировать какие-то факты, то есть все, что вы сюда придумаете, все должны написать. Например, очень полезно писать свои эмоции. То есть я, например, делал утренний разбор и четко понимал направление движения. Вход в сделку был агрессивный, готов был войти при получении стопа. Супер. И в таком ключе вы будете делать дальше описание. Когда мы с вами получаем следующую сделку, когда мы входим в следующую сделку, мы нажимаем New, здесь пишем, например, евро USD, дальше выбираем дату, допустим, тоже 20 число, выбираем там, допустим, условно позицию в шорт, мы по итогу там, допустим, получили минус 1R, то есть нас закрыло, допустим, по стопу, риск был 1, предварительный PNL был 5, и по итогу, когда мы получаем стоп, мы пишем сюда минус 1, соответственно, вы получили убыток, и win-rate мы не отмечаем. По итогу у нас очень красивый, хороший дневник сделок. В конце месяца, раз в неделю, очень полезно будет на самом деле раз в неделю возвращаться к данному дневнику, посмотреть, какие сделки у вас были прибыльные, какие были убыточные, проанализировать данные сделки и принять для себя какое-то решение. Например, я буду торговать условно вот такой вот сетап. Очень много разных сетапов, и именно дневник сделок очень сильно помогает вам отработать данный сетап. Мне очень удобно работать помесячно, да, то есть, соответственно, у меня, допустим, там был сентябрь, сейчас у нас октябрь, и потом мы добавим с вами ноябрь. Для того, чтобы добавить следующую такую табличку, да, то есть они скрываются, раскрываются, очень удобно, мы нажимаем вот сюда вот на 6 точек, и здесь появляется дублировать. И у нас появилась точно такая же колонка, просто дубль нашего октября. Мы с вами переименовываем данную колонку
И здесь будем в ноябре делать новые сделки. Когда у нас закончится октябрь, мы переходим в ноябрь, а здесь все можно переименовывать, все можно передвигать, все делать на свое усмотрение, вообще никаких проблем. Сверху также мы можем поменять картинку, здесь можем добавить свой файл, мы можем поменять с вами эту иконку, мы можем переписать этот текст. Когда-то я себе дал слово, что я буду входить в сделки только 100% понимая, почему я в них вхожу и какую ответственность я для себя несу. И с того времени у меня мой журнал всегда называется «100% контроль». То есть, если я вхожу в сделку, я себе проговорю, почему ты сейчас входишь в сделку. И именно ведение дневника сделок позволило мне научиться получать, не ежедневно, конечно, но в течение еженедельно прибыль. На этом у меня все. Если это было вам полезно, поставьте лайк, подпишитесь на канал. Всем пока.